В 1925 году британец Перси Фоссет вошел в джунгли и не вернулся. Он шел вперед, с картой в руке, туда, где заканчивались все известные дороги. Рядом с ним шли его сын Джек и давний друг Ролей. Трое против тьмы. Той ночью при свете лампы он написал последнее письмо жене и отложил перо. Его жена читала то письмо в тишине, где каждая секунда звучала как прощание. Прошел год, потом другой, потом минул целый век. Молчание. От Фоссета не осталось ни следа, только пожелтевшая карта на столе. За ним отправились более 100 спасательных экспедиций и тоже ушли в зеленую тьму. Многие не вернулись. Остальные пришли назад, но уже совсем другими людьми. Они говорили о светящихся храмах и голосах, доносившихся из-под земли, и о стражах с красной краской на коже, неотрывно следивших из-за деревьев. Что на самом деле скрывается под пологом зеленых джунглей Амазонки? Почему на нашей планете есть места, куда современный человек боится ступить? Сегодня мы поднимем завесу над 5 темными тайнами тропического леса Амазонки. И сегодня мы вместе шагнем в тайны, которые никто еще не разгадал. Амазонка – это больше, чем просто лес. Она раскинулась через 9 стран. Она охватывает более 5,5 миллионов квадратных километров земли. Ее называют зелеными легкими всей планеты Земля. И это не просто образ. Она производит 20% всего кислорода, которым мы дышим. Но менее 5% ее территории когда-либо было по-настоящему исследовано. Оставшиеся 95% по-прежнему остаются для нас загадкой. Современные дроны способны видеть лишь верхушки деревьев, не глубже. Под этой зеленой крышей живет мир, который мы едва начинаем понимать. Мир, который человечество медленно и неумолимо забывает о его существовании. Тайна первая. Племена, которые никогда в жизни нас не видели. В глубинах Амазонки живут около 100 племен, не имевших никаких контактов с внешним миром. Они никогда не разговаривали ни с кем извне. И сами выбрали это молчание. Они живут так же, как жили их предки, 10 тысяч лет тому назад. Среди самых известных – племя Яномами, хранители древнейшего лесного уклада, и так называемый «народ стрел», получивший имя за реакцию на самолеты. Когда над лесом пролетает самолет, они натягивают луки и посылают стрелы в небо. В 2008 году мир увидел фотографии, которые потрясли всех. Их тела были покрыты глубокой красной и черной краской, цветами духов леса. Они направили свои длинные луки в сторону металлической птицы в небесах. В Бразилии существуют строгие законы, защищающие эти племена от любого вторжения. Любой, кто попытается выйти с ними на контакт, рискует оказаться под серьезным следствием. Их иммунная система не способна бороться даже с самыми распространенными вирусами мира. Простое рукопожатие с пришельцем извне способно уничтожить целую деревню за неделю. В 2014 году на границе Бразилии и Перу появилось испуганное племя. Они рассказывали о жестоких вооруженных людях, напавших на их земли без предупреждения. Незаконные лесорубы и контрабандисты вторглись на их исконные территории. Вскоре после этой встречи в деревню пришел обычный, привычный нам грипп. Через несколько недель половина жителей деревни была мертва, без шанса на спасение. Выжившие снова растворились в лесу, вернувшись туда, откуда однажды пришли. Они все еще там, в глубине, смотрят на нас из-за деревьев. Тайна вторая. Затерянный город, который до сих пор дремлет под землей. Веками ученые считали, что Амазонка слишком сурова для настоящей великой цивилизации. Они полагали, что здесь никогда не жили большие народы, только рассеянные маленькие племена. Потом, в 2018 году, одна новая технология изменила все. Лидар смотрел сквозь густой зеленый полог деревьев, прямо на скрытую поверхность Земли. То, что они обнаружили после этого, изменило историю человечества навсегда. В глубинах Эквадора ученые раскопали огромный древний город по имени Упано. Ему было почти 2500 лет. Древнее большинство цивилизаций, которые мы считаем великими. Длинные дороги, земляные пирамиды и поля простирались на многие километры вокруг. Ирригационные системы этого города могли прокормить сотни тысяч человек одновременно. В Боливии ученые обнаружили гигантские геоглифы, вырезанные прямо в поверхности Земли. Они напоминают знаменитые линии Наски в Перу, такие же загадочные, такие же громадные.
В Бразилии свидетельства указали на целую сеть городов, соединенных дорогами. В этом регионе могло одновременно проживать до 10 миллионов человек. Что же уничтожило эту великую и развитую цивилизацию навсегда? Одна из теорий гласит, болезни пришли сюда вместе с первыми европейцами. Болезни, возможно, стирали целые народы за одно единственное поколение, без остатка. Но некоторые ученые убеждены, что истинная правда намного темнее и страшнее. Местные племена говорят о духах-хранителях, которые защищают лес и карают жадных, о духах, наказывавших тех, кто осмеливался брать от земли слишком много. Многие тайны этих погибших городов до сих пор погребены где-то под землей. Мы лишь начинаем осознавать, что именно было безвозвратно утрачено. Тайна третья. Река, которая кипит прямо посреди дремучих джунглей. В глубинах перуанской Амазонки течет река под именем Шаньяй-Тимпишка. Ее воды неустанно достигают 91 градуса Цельсия каждый день. Любое существо, упавшее в нее, будет сварено за считанные жестокие секунды. При этом ни одного вулкана в окрестностях нет. Совсем ни одного. Наука до сих пор не может полностью объяснить источник невероятного жара этой реки. Местные жители говорят, что реку охраняет Якумама, великий дух в облике змеи. Тех, кто не чтит реку, по преданию, ожидает страшная участь быть сваренным заживо. В 2011 году геолог Андрес Руссо специально отправился на ее поиски. Он впервые услышал эту историю от своего деда, еще в далеком детстве. Когда он, наконец, увидел ее своими глазами, старая легенда стала явью. Животные, коснувшиеся поверхности воды, сварились в считанные страшные мгновения. Внутри кипящей воды обитали бактерии, которых не ожидал найти здесь никто. Кипящая река – далеко не единственное странное чудо всей Амазонки. Некоторые лагуны светятся ночью от миллионов крошечных живых огоньков в воде. Некоторые путешественники утверждают, что видели в этом свечении движущиеся фигуры. Лес всегда умел стирать зыбкую границу между строгой наукой и древним мифом. Тайна четвертая. Скрытый язык, на котором говорят деревья друг с другом. Ученые Университета Британской Колумбии открыли нечто поистине невероятное. Деревья Амазонки связаны подземной сетью грибковых нитей, живой паутиной, похожей на нервную систему. Через эту живую сеть старые деревья-матери питают и кормят своих молодых отпрысков. Они обмениваются едой, сигналами тревоги и, возможно, даже чем-то похожим на память. Когда вредители нападают на одно дерево, оно немедленно посылает предупреждение соседям. Далекие деревья реагируют так, словно слышат тихий голос, звучащий из-под земли. Есть еще и священная лиана шаманов, известная под именем айауаска. В сочетании с другим священным растением она создает напиток, открывающий видение. Говорят, он распахивает невидимую дверь в мир, где живут настоящие духи леса. Но в Амазонке насчитывается 80 тысяч видов различных растений. Как люди тысячи лет назад выбрали именно эти два растения из 80 тысяч? Когда их спрашивают об этом, шаманы всегда дают один и тот же ответ. Сами растения нас научили. Вот весь их ответ, простой и неопровержимый. У современной науки нет ни одного четкого объяснения этому феномену. Может ли сама Амазонка быть каким-то образом осознанной и осознавать нас? Это вопрос, который не дает покоя всем тем, кто посвятил ей жизнь. Тайна пятая. Люди, которые просто исчезают в этом лесу. Бесследно. Каждый год десятки людей бесследно пропадают в джунглях Амазонки. Без объяснений. Не всех из них забирают звери или несчастные случаи. Далеко не всех. Однажды французская съемочная группа из 5 человек вошла в лес снимать документальный фильм. Они выходили на связь еще 3 дня после того, как покинули лагерь и ушли вглубь. А потом полная тишина. Ни слова, ни сигнала, ни следа. Их нашли спустя недели. Лагерь был совершенно не тронут, словно они просто вышли. Еда стояла на месте нетронутой. Вещи лежали там, где их оставили. Никаких следов, никакой крови, ни единого признака борьбы или насилия. В 1971 году самолет рухнул в джунгли Амазонки. 17-летняя девушка по имени Джулиана Кёпке пережила это крушение одна. Она упала с высоты 3000 метров сквозь ветви и кроны деревьев и невероятным образом осталась жива. 11 дней она шла в одиночестве через джунгли. Голодная, раненая,
одинокая. По ночам она отчетливо чувствовала, что кто-то за ней наблюдает из темноты. Не зверь, что-то другое, более осознанное и намеренное. Ее спасли местные рыбаки, случайно обнаружившие ее у берега реки. В интервью она призналась, что каждую ночь ощущала на себе чужой неотрывный взгляд. Она говорила, что-то в деревьях, казалось, по-настоящему ее понимало. Многие теперь верят, что амазонка скрывает разумы, которые нам недоступны. Вернемся к Перси Фоссету и его исчезнувшему затерянному городу Зет. Фоссет был совершенно убежден, что в джунглях скрыт огромный древний город. Он верил, там хранятся знания, более древние, чем любая известная цивилизация. Вместе с сыном Джеком и другом Ролеем он отправился навстречу полной неизвестности. Они следовали реками, не значившимися ни на одной из существующих карт. Его сын Джек видел в этом первобытном лесу последнее настоящее приключение жизни. Для самого Фоссета это путешествие было делом и смыслом всей его жизни. В конце концов, они покинули реку и вошли в самую темную глубину леса. Каждую ночь при свете масляной лампы они записывали, как далеко прошли сегодня. Он писал о странных руинах, о которых слышал от местных опытных проводников, о камнях с символами, которых не понимал ни один человек на свете. Последняя фотография их троих была сделана незадолго до исчезновения, навсегда. После нее джунгли поглотили всех троих целиком, без следа и без прощания. Его дневники пережили его, дав пищу бесконечным спорам и теориям на годы. За ним было официально отправлено более 100 поисковых и спасательных отрядов. Многие не вернулись. Другие пришли назад сломленными, без слов и без ответов. Они говорили о том, чему просто не могли подобрать слов, о светящихся камнях в темноте, о голосах, звучавших из-под самой земли. Его жена долгие годы ждала дома хоть какой-нибудь вести, любой. Она не получила больше ни одного письма, ни одного слова после того дня. Лес бережно хранит имена всех тех, кто вошел и не вышел обратно. Некоторые шаманы говорят, лес сам забирает тех, кто не чтит и не уважает его. Они говорят, что он следит за каждым шагом, каждого вошедшего. Сегодня пилоты по-прежнему сообщают о непонятных странных явлениях в небе над лесом. Стрелки компасов начинают вращаться без причины над определенными участками Амазонки. Радио замолкает. Карты становятся ненадежными и бесполезными, прямо в руках. Целые обширные участки леса, кажется, полностью поглощают любые сигналы. Некоторые места остаются неизученными даже для всевидящих военных спутников. Это места, где современные технологии попросту перестают работать. Некоторые туристы находят следы на деревьях, которые не мог оставить ни один зверь. В грязи появляются огромные следы неизвестного происхождения, без объяснений. Иногда в зарослях мелькают фигуры, исчезающие быстрее, чем успеваешь моргнуть. Они говорят, в джунглях всегда ощущаешь, что кто-то идет следом за тобой. Современные технологии обнаружили целые речные системы, о которых никто и не знал, и древние руины там, где никто и никогда не ожидал найти что-нибудь похожее на город. Исследователи говорят, на изучение уже найденного потребуются еще долгие столетия. Каждую неделю в Амазонке официально открывают новые виды живых существ. Растения, насекомые, рыбы, птицы и даже невидимые глазу микробы. За каждым открытием прячется вопрос, еще более древний, чем само это открытие. Но каждый год Амазонка становится чуть меньше, год за годом. Каждый год обширные территории вырубаются под новые поля и дороги. Огонь пожирает то, что создавалось и росло на протяжении долгих столетий. И с каждым новым пожаром чьи-то тайны исчезают навсегда, без следа. Животные бегут прочь в панике, оставляя за собой только гулкую пустоту. Каждый уничтоженный гектар уносит с собой скрытые в нем истории навсегда. Многие места открывают свое существование лишь тогда, когда деревья уже срублены. Некоторые руины обнаруживают себя только после полного разрушения вокруг них. Амазонка во всех смыслах старше нас. И гораздо, гораздо сильнее. Она существует здесь уже 55 миллионов лет, без перерыва. Она была здесь задолго до того, как первый человек ступил на эту землю. Она видела, как рождались и умирали сотни цивилизаций, и не вздрогнула. Возможно, она наблюдает за каждым нашим шагом, прямо сейчас.
Из-за листьев, из темноты, глаза которых мы не видим. Возможно, настоящий вопрос не в том, должны ли мы защищать Амазонку. Возможно, настоящий вопрос, позволит ли Амазонка нам самим продолжать существовать. Одни леса умеют прощать ошибки пришельцев, другие нет, никогда. Исконные хранители этого леса до сих пор несут свою вечную стражу. Их дети могут вырасти, так и не узнав ничего о нашем мире. И, возможно, это лучше всего для обеих сторон этой невидимой границы. Амазонка — это огромная библиотека, которую мы едва успели открыть. Каждое дерево, каждая река, каждая руина — это страница великой книги, которую мы еще не открывали. Исследователи торопятся записать все, что успеют, прежде чем оно исчезнет навсегда. Каждая утраченная страница — это история, которую больше никто и никогда не расскажет. Некоторые виды получают свои имена в ту же самую неделю, когда их обнаруживают. Другие успевают вымереть, прежде чем им вообще успевают дать имя. Каждое упавшее дерево — это маленький отдельный мир, уходящий в тишину навсегда. Крошечные целые миры исчезают здесь, так и не будучи увиденными никем. И все же лес продолжает неустанно предлагать нам новые, невиданные чудеса. Цветы, которые человечество находило лишь по одному разу за всю свою историю. Существа, именам которых мы еще не придумали ни слова, ни звука. Амазонка учит нас каждый день, терпеливо, неустанно и без лишних слов. Пилоты, летящие над ней ночью, видят впереди лишь темноту на сотни километров. Темноту такую плотную и глубокую, что она кажется сама по себе, живая. Шаманы предупреждают, лес — это вовсе не просто деревья и листья. Это присутствие, частью которого мы всегда были, даже не осознавая этого. Когда лес дышит, состав воздуха по всей нашей планете меняется вместе с ним. Даже дожди, выпадающие на далеких континентах, напрямую зависят от этих деревьев. Амазонка — это сердце, что бьется медленно и мощно, ради каждого живого существа на этой планете. Когда оно страдает и слабеет, все континенты планеты чувствуют это на себе. Там, где джунгли умирают, дожди перестают приходить. Навсегда. Каждый год лес открывает нам все новые и новые, затерянные прежде миры. Города, соединенные каменными дорогами, что тянулись на сотни километров вперед. Пирамиды, которые когда-то соперничали с великими чудесами Старого Света. Когда-то Амазонка была одним из самых густонаселенных мест на всей планете. Здесь жили миллионы людей, задолго до того, как появились наши нынешние города. Их следы до сих пор лежат глубоко, под слоями корней и вековой земли. Джунгли медленно и неотвратимо забирают все обратно, в свою зеленую глубину, и хоронят нашу общую память под бесконечными слоями живой зелени. Мы раскопали пока лишь ничтожно малую часть того, что там сокрыто под землей. Даже почва под нашими ногами хранит следы древнего земледелия и погребенных городов. Амазонка старше, глубже и загадочнее, чем мы когда-либо могли себе представить. Это больше, чем просто лес. Это живая, дышащая, помнящая все память. Каждое старое дерево помнит то, о чем мы давно уже забыли и перестали спрашивать. Каждая река скрывает в себе пути к местам, которых не видел ни один живой человек. Каждая руина хранит историю, которая до сих пор терпеливо ждет своего рассказчика. И некоторые из этих историй могут так никогда и не добраться до нас. Ученые продолжают картировать области, недоступные человеческому взгляду с Земли. Благодаря новым инструментам джунгли медленно открывают нам свои глубинные кости. Каждый новый полученный снимок приносит и ответы, и еще больше новых вопросов. Чем больше мы узнаем об Амазонке, тем меньше и ничтожнее мы чувствуем себя. Мы делим этот мир с людьми, которые никогда не слышали нашего имени, и сами несем в себе загадки, которые им, возможно, никогда не понадобится решать. Некоторые чудеса этого мира мы не сможем объяснить в течение нашей жизни. Некоторые из них происходят прямо сейчас, у нас под ногами, незамеченные. Амазонка хорошо умеет хранить свое глубокое и непроницаемое молчание. Ей совсем не нужно наше присутствие, чтобы продолжать свое существование. Она лишь просит одного — выслушай ее, прежде чем сделаешь шаг вперед. Иди по лесной тропе и услышь тихий голос под сводами зеленого полога. Услышь жизнь, что живет и дышит здесь без какой-либо помощи с нашей стороны. Услышь ритм, который был здесь прежде, чем родилась сама человеческая память.
Услышь людей, которые никогда не просили, чтобы их нашли и потревожили. Услышь истории, которые невозможно перевести ни на один из наших языков. Услышь города, которые до сих пор спят под слоями земли и корней. Слушай внимательно, потому что лес говорит с тобой прямо сейчас. И ответы, которые мы так долго ищем, написаны в его дыхании. Для каждого, кто научился по-настоящему слышать. Амазонка видела, как приходили и уходили целые цивилизации. Снова и снова. Скорее всего, она увидит, как придем и уйдем и мы. Так же неслышно. Она будет стоять после нас, если мы успеем сделать правильный выбор сегодня. Если вам понравилось это путешествие сквозь тайны Амазонки, поставьте лайк и подпишитесь. И мы вернемся к следующей великой тайне, которую еще хранит наша планета.